Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Готовлю торговый план на сегодня, 9 сентября, и решил включить видеозапись. Возможно, вам это будет интересно, потому что обычно такие ролики я пишу для телеграм-канала, для подписчиков. Если вы еще не подписались, ссылка внизу. Подписывайтесь в телеграм, там будут новые обучающие тренинги. А пока мы с вами разберем самые, на мой взгляд, перспективные идеи на сегодня, как лучше торговать золото и NASDAQ, но это не рекомендации, не прогнозы, не сигналы, это то, что я планирую делать. Несмотря на то, что время половина 12-го, а начинаю я торговать в 16 часов по Москве, даже раньше, в 15:30, сейчас лучшее время, чтобы подготовиться. И мы с вами вместе это сделаем. У меня на самом деле уже все готово, я поработал, но начнем с самого начала. Я специально открыл чистый график для вас. Все для вас, трейдеры. Чистый график. Золото. Я начинаю с дейли. Что я делаю? В первую очередь я смотрю на то, как торгуется цена сегодня. Я вижу, что рынок открылся сегодня, дневная свеча, и никаких движений в обратную сторону, то есть вниз, рынок пополз вверх. То есть тренд сегодняшнего дня бычий, восходящий. К моменту записи этого видео цена уже прошла 20 баксов. От 1708 до текущих 1728. То есть рынок уже достаточно растянут, достаточно прошел. Если цена продолжит расти, потому что мы видим, что прямо сейчас мы обновляем максимум вчерашнего дня, то куда цена может прийти? Здесь я люблю использовать Фибоначчи, если вы знакомы с моим курсом по Фибоначчи, если вы участник сообщества, то он есть, и вы можете легко посмотреть, то первое, с чего я начинаю, это смотрю на коррекции, потому что я вижу, был импульс вниз, и было коррекционное движение. Мы возьмем Фибоначчи, растянем от максимума до минимума, отметим ближайшую коррекцию 61,8, потом мы возьмем максимум коррекции, опять до минимума, и мы видим 127,2 и 61,8 Фибоначчи ложатся друг на друга. Куда они ложатся? Прямо. Куда они ложатся? Они ложатся прямо на структуру. Смотрим налево. Предыдущая зона ПП поддержки, пробитая сопротивлением, первый откат, да, к этой зоне. Также мы видим вот это большое движение, импульс общий. Возьмем максимум, возьмем минимум, посмотрим, есть ли у нас некая взаимосвязь Фибоначчи, или я как называю узел Фибоначчи. Абсолютно так, первый узел Фибоначчи здесь. 38,2, 61,8, 127,2. Таким образом можем заключить, что 1737 первая пауза, вероятно, и это одна из лучших зон, чтобы продавать золото при сигналах. 1736, 37, следующий фибузел здесь, 50, 78 и 161,8. То есть я взял общее движение, я взял последний импульс и я взял расширение от последней коррекции, вот этой вот. Итого у меня получилось 1, 2, 3. Получились узлы Фибоначчи. Не всегда такое бывает, но если это происходит, это увеличивает вероятность того, что здесь может быть реакция. Что мы еще можем добавить? В частности, ко второму узлу 1750, круглое значение, стратегическое. Для золота, золото вообще любит ходить по вот этим круглым значениям 1750, 60, 700, 710. Поэтому я рекомендую вам смотреть на эти десятки, и они очень здорово работают. То есть это зона, если рынок сюда придет. Да, зона sell. Что еще здесь вижу? Если я перейду к своей системе, я вижу здесь в районе 1736, чуть пониже, уровень 120. Большинство рынков торгуется внутри 120 красного и 120 зеленого. То есть, как правило, диапазон сегодняшнего дня и, скажем, диапазон следующих дней в 80% случаев будет заключен в 120 красный, 120 зеленый. Почему? Потому что такова тенденция, такова закономерность. Рынки торгуются внутри определенных, скажем так, определенного значения волатильности. И в данном случае, в моем случае, это 120 красное и 120 зеленый. Это процент волатильности, да, который рассчитывается по определенной формуле, и мы с трейдерами, как в закрытом чате, так и сами трейдеры, кто обучается, постоянно наблюдают реакции, порой существенные развороты от 120, либо от 120
красного, да, либо зеленого. Чуть выше мы видим уровни 200 и 233, вот как раз мы сказали про второй Фибоначчи узел 1750, и здесь есть значение 200. То есть это все в совокупности говорит мне о том, что если цена сюда придет в район 1736 и здесь будет сигнал, я буду искать продажи. Куда? Скажем, рынок пришел сюда, у меня появился sell-сигнал по системе на минутном графике, потому что я работаю только на этом таймфрейме. Я буду ждать коррекцию куда? К максимуму предыдущего дня. Да? Вот сюда. Сигнал я здесь куплю до сюда. Это план первый. Второй план. Рынок полетел наверх, что маловероятно. Да? Потому что если мы посмотрим еще на одну деталь, мы видим диапазон этой свечи, это одна из самых длинных, $27. Диапазон этой свечи $27, это одна из самых больших. Диапазон этой свечи $25. Диапазон этой свечи $27. Угу. То есть я вижу, что до $30 за последние август, за последний месяц золото не ходило в течение дня больше $30. Больше $30. Можем взять вот эту свечу, 28. Вот эту свечу, 26. Есть закономерность. То есть мы видим, что большинство длинных, или если мы возьмем самые длинные свечи от максимума до минимума за последний, скажем, месяц, мы заметим тенденцию к тому, что они проходят, внимание, 27-30 или 25-30 $, после чего рынок достигает пика и останавливается. Это не значит, что будет разворот, это значит, что мы предполагаем, что дойдя до этого значения, рынок возьмет паузу, и нам нужно прекратить покупать с трендом, внутридневной тренд бычий. Очень важная информация для вас, если вы тоже так считаете, ставьте лайк. И если мы посмотрим от максимума до минимума, цена прошла уже $20, а до этой зоны остается еще $7. Угу, что-то очень странно все сходится, не правда ли? И вот это повышает в разы вероятность того, что здесь может быть реакция. Так вот, зона sell здесь, Фибоначчи узел раз. Потенциальное движение к этой зоне, которое может составить $27, что равно среднему движению на всех больших восходящих, нисходящих свечках за последний месяц. Здесь у меня есть значение 120 по моей системе, которое указывает на то, что если цена сюда дойдет, рынок растянутый, может быть реакция. Что еще здесь я могу добавить? В принципе, более чем достаточно. Мы используем три абсолютно сейчас разных пазла, которые в итоге сливаются в одну картину. Первое – это Фибоначчи, второе – это уровень волатильности, и третье – это средний диапазон движения свечи за последний месяц, который составил до 30, скажем, $. Все это мне говорит о том, что если рынок сюда сегодня придет, я буду искать продажи. Плюс еще можем сказать про уровень, не стоит это отметать. Почему? Потому что поддержка раз, смотрим налево 2, но основной уровень для нас вот этот. Почему? Потому что он ближайший. Новый минимум, коррекция. Куда? К предыдущей структуре. Видим же, рынок к этим минимумам подходит сейчас, но все равно наша зона чуть повыше, 1737, не так важно, это 36, 35, там уже моя система внутри дня уточнит вход. Соответственно, если здесь sell, то тейки будут здесь, это 80 пунктов, $7-8, что прекрасно для внутридневной торговли. Если, то есть каждое действие прорабатываем с помощью если то. Если рынок идет дальше наверх, что маловероятно, учитывая средний диапазон движения на дневном графике, если рынок пробивает эти зоны, скажем, уходит выше 1740, то при сигналах я начинаю покупать с целью 1750. Но еще раз, это крайне маловероятно, потому что 1750 это в 2 раза больше будет, чем средний диапазон за последний месяц. Вот посмотрите на все свечи, они около $30. Да? Редко мы видим за 30. Ну, возможно, какие-то вот здесь, да, свечи там 35-40 $. Поэтому есть предположение, что рынок здесь среагирует. Если я здесь куплю, да, например, здесь я продал, здесь я купил, да, сигнал buy, цель здесь. То есть, вероятно, есть такая вероятность, что мы будем торговаться преимущественно, да, вот в этом диапазоне. Если так, то это отлично. Следующий сценарий, который не стоит исключать, потому что моя торговля начнется в 16 часов по Москве, это рынок здесь нащупает сопротивление и отвалится. Да, и отвалится. Теперь вопрос, где я буду искать покупки. Поставим горизонтальную линию сюда.
Это у нас отметка 1718. Давайте перейдем на мой график. 1718, 1718, 1715. Да. Здесь у нас есть предыдущая структура. То есть, если рынок от текущих не уйдет выше, к моменту моего приезда цена бум отвалится, то есть не приезда, а сегодня я из дома торгую, к моменту начала моей торговой сессии рынок окажется здесь, то 1715 это buy. Почему? Потому что это будет предыдущая структура здесь, тренд-фильтр мой стал зеленый, желтый, то есть преимущественно бычий, внутри дня цена растет, это будет первая коррекция после вот этого моментума. Это примерно будет 60%, соответственно, 1715 это зона buy, если упадет. Вот и все, и обратите внимание, я отметил самые ключевые уровни, где вероятна реакция, и все остальное теперь уже дело системы. Когда я перехожу на минутку и зная все вот эти важные ключевые точки, это означает, что вот здесь, Аркадий, ни в коем случае не вздумай покупать. Да, не вздумай здесь, ты можешь купить здесь с целью здесь, или вообще не действовать, потому что цена возле сопротивления. Да? Ни в коем случае здесь не покупай. Но если ты этого не знаешь, тебе может показаться, о, тренд какой бычий, какой сильный тренд. Ты здесь покупаешь, и она шараха вниз, если смотришь слишком узко на график. Поэтому первое, с чего я начинаю, это с оценки обстоятельств, с оценки ситуации. Потом в эту ситуацию вставляю свою систему, да, свою комбинацию, которая лучше всего в этих обстоятельствах работает. В данном случае это какое будет обстоятельство? Контртренд, да, против внутридневного тренда. Если здесь будет сигнал, это sell. Sell куда? До вот этой зоны, да, 1700, скажем, пусть будет 20 округлим. И это в то же время зона buy, потому что если от текущих рынок сюда повалится, да, то это зона buy для нас. Вот это, которую мы отметили. Вот у нас структура. Вот и все. И когда приходишь на торговую сессию, ты уже знаешь, что будешь делать дальше. Идем к следующему инструменту. Это NASDAQ. NASDAQ. Здесь похожая история. Я специально беру чистый график. Я уже подготовился по NASDAQ. У меня все расчерчено. Все как надо. Давайте разберем. Здесь то же самое. Что мы видим с вами? Мы видим, что рынок растет раз, два, третий день. Да, у рынка есть определенный цикл. 3 дня, там 4 дня цена падает, потом откатывает. И вот сейчас мы видим впервые коррекцию после вот этого нового минимума. И мы можем сделать то же самое с нашим инструментом Fibonacci. Возьмем максимум, возьмем минимум. Посмотрим, где у нас близлежащие коррекции. Видим полтинник, 50%. Мы с вами видим вот эту структуру, состоящую из двух свечей daily. Почему она так важна? Потому что выше этого уровня ничего нет. И после того, как сформировалась эта большая свеча, рынок откатил к этой зоне. Посмотрите сюда налево, потоптался и отвалился. Это будет первый откат, 50% потенциальный, да, после формирования вот этого импульса. Мы можем взять и вот этот максимум абсолютно и дотянуть сюда и посмотреть, есть ли у нас некоторое взаимодействие. Мы видим 38,2 и 50 от разных импульсов приходит в одну точку. Класс! Теперь мы перейдем на 4-часовой график и можем некоторые вещи уточнить. Например, мы видим, что рынок стал делать впервые новый максимум. Вот здесь новый максимум. Коррекция, то есть мы пробили структуру, вот эту предыдущую, видим, да? Поэтому на последний вот этот импульс вверх мы возьмем максимум, мы возьмем минимум, и посмотрим, если у нас взаимодействие Fibonacci, видим 161,8. Вот эту технику я обожаю, используя Fibonacci, да, находить узлы, когда есть импульс, то есть я беру максимум, минимум импульса, если импульс вниз, то растягиваю от максимума до минимума, затем нахожу первое движение против этого импульса, да, точнее последнее движение против этого импульса и растягиваю сетку. И мы видим здесь потенциально симметричное движение, импульс, коррекция, импульс. Куда? К нашей зоне. Смотрим налево, вот она наша структура, да, зона сопротивления и отличное место, чтобы поставить стоп. Если я перейду на свой график, я здесь увижу еще чуть выше уровень 120. 12, секунду, 12, 600, 12 670. Таким образом, если цена сюда придет, это отличное место, чтобы что делать? Продавать, да, в этой зоне. Это 12 600. Второй план. Вернемся, точнее, перейдем на часовой график. Отметим здесь
Вот эта структура, это максимум, максимум вчерашнего, если не ошибаюсь, нет, это максимум вчерашнего, это максимум 2 сентября. Если рынок его пробьет, у меня здесь будут сигналы на покупку, то цель здесь. То есть вот это диапазон работы, скажем, да? Как на buy, если я здесь покупаю цели здесь, так и на sell, если я здесь продаю цели здесь. И это довольно неплохой диапазон, 70, 90, 80 пунктов, круто, отлично. Но приоритет поиск sell сигналов здесь, потому что, на мой взгляд, один из лучших уровней, чтобы атаковать на sell. Здесь еще есть один паттерн, если мне память не изменяет. Хотя нет, здесь похоже, ну, он такой скомканный. Это называется паттерн бабочка альтернативная. Это не так важно, но мой глаз видит это. Да? Это называется бабочка альтернативная. Она немножко такая, да, кажется, кривоватая, и она заканчивается повыше чуть-чуть вот здесь. То есть я вижу абсолютное большинство аргументов разных, и Фибоначчи, плюс уровни, симметричное движение, паттерн вот этот опережающий, которые указывают в сторону sell, да, несмотря на то, что внутридневной тренд восходящий, сомнений никаких нет. Соответственно, внутри дня я могу как покупать с этим трендом до этой зоны, но ни в коем случае у этой зоны не покупать. Вот здесь. Да. Здесь либо ты продаешь, либо стоишь в стороне, потому что не хочешь лезть против тренда. Все. Стопы должны быть за этой структурой в идеале. Да, потому что если трейдер, скажем, продает вот здесь, ну где-то здесь он продал, ну смотрит там уровень, поставил стоп внутри зоны, рынок может легко сюда нырнуть, в его вынести, и потом отвалиться, и все. И трейдер берется за голову, думает, что случилось, что не так. А на самом деле просто не обратил внимания на структуру. Вот этот экстрим очень важен, потому что выше него вообще ничего нет. Посмотрите, дорога открыта, поэтому я подозреваю, что сегодня это будет один из важнейших уровней, если индекс NASDAQ будет расти. Это не говорит о том, что его не могут нарушить, могут, я не имею ни малейшего представления, но тем не менее этот план выглядит крайне симпатично, и еще раз, я его буду внедрять только с половины четвертого. Как сейчас я записываю видео для вас, скажем, около 12, как ситуация будет разворачиваться через 3-4 часа, я не имею ни малейшего представления. Но через вот это видео я хочу донести до вас то, насколько просто в плане подготовки вы можете, да, подходить к рынку, к работе с графиком, используя базовые элементы и затем уже внедряя свою систему на рабочем графике, основываясь на этой информации. То есть здесь основа информации – это уровни. Там, где наиболее вероятная реакция. Все. И там, где мне что делать. То есть здесь, например, могу я покупать? Нет. Ни в коем случае, пока эту зону не прошили, цена не ушла выше. Но если, еще раз, я этого не знаю, я могу вот здесь где-нибудь купить и потом удивляться, а что цена не пошла и развернулась. То есть это информация о состоянии рынка, ключевая, важнейшая информация. И это мой процесс. Возможно, у вас он отличается, вы что-то другое используете, неважно. И потом уже, когда начинается моя сессия, я к этому не возвращаюсь. Я не анализирую снова, потому что крайне маловероятно, что сегодня золото уйдет за пределы вот этих значений, которые я поставил. Это 500 пунктов, 50 баксов. Это случается, может быть, раз там в 2 месяца. Скорее всего, рынок будет торговаться здесь, следовательно, у меня будут шансы участвовать как на buy, так и на sell. Да? И если ты не торгуешь против тренда, то ты на sell вообще не смотришь вот в этой области. Ты смотришь, чтобы купить здесь, например, с целью здесь, либо купить на глубокой коррекции. Да? К вот этой зоне buy зона достаточно большая, поэтому внутридневной график минутный, он нужен для того, чтобы эти зоны уточнить. Система нужна, чтобы эти зоны уточнить. И самое главное, это именно момент входа в рынок. Вот над чем все наши трейдеры работают, кто обучается с точностью, не то что там до пункта, но максимально уточнить, потому что тайминг очень важен. И чем мы точнее входим, тем мы себя и увереннее чувствуем, потому что всегда приятно, когда заходишь, ты найдешь твою сторону и не действует тебе на нервы. Это значит, ты зашел хорошо, вовремя, правильно. Это возможность поставить грамотный стоп-лосс. Ну и, конечно, это создает привычку. Да? Когда ты входишь, точно зная по каким сигналам, каждый раз в одно и то же время. То есть здесь должна быть предельная ясность. Если на старших графиках ты можешь себе позволить порассуждать, пораскидать,
там выпустить своего внутреннего аналитика, который кишит мнениями о том, что произойдет на рынке сегодня, завтра или сейчас. А потом, когда уже дело подходит к делу, там нужна предельная ясность, потому что если не будет ясность, будут эмоции. Чего я вам желаю, чтобы у вас была предельная ясность. Ясность у правого края графика. Читайте, кстати, статьи в Телеграме про ясность, про определенность, как ее создать. В общем, подключайтесь к нашему сообществу, все ссылки найдете под этим видео. До свидания, до встречи. Я надеюсь сегодня записать для вас живую сессию, надеюсь записать на основе вот того, что я вам сейчас даю. Это будет через 4 часа, если у меня будет достаточно энергии. Может быть, большое видео запишу. Ну и все, до свидания, пока, хорошего вам торга сегодня.